电视员。他实力已达宇宙之主5，竟然有上千光年。地上，是时候去黑纹石柱空间，看看武魂之主在密室里留下些什么了。Сегодня мы поговорим об одном из самых эпичных моментов, как основатель гигантского топора в одиночку заставил двух истинных богов клана Божественного Глаза встать на колени и отдать сокровища. А еще увидим, как Ло Фэн после 300 лет затишья вернулся еще сильнее и отправился в одно из самых опасных мест для тренировки воли во всем океане Вселенной. Да, это обзор 234 серии «Пожиратель звезд». После 300 лет скрытого развития Ло Фэн вновь появляется в пространстве вселенской лодки. За это время его сила совершила невероятный скачок. Хотя он все еще не стал мастером вселенной, благодаря пониманию тайных узоров и созданным им собственным секретным техникам, его боевая мощь уже достигла уровня элитного мастера вселенной 4-го порядка. Но пока Ло Фэн тихо развивался, в пространстве вселенной разгорелась новая война. Два истинных бога Божественного Ока, 3-й и 6-й, оказались в отчаянном положении. Их преследовал основатель гигантского топора. После долгих лет сдержанности он наконец решил нанести удар. И этот удар оказался настолько ужасен, что два истинных бога Божественного Ока были вынуждены немедленно сдаться. В этот момент пространство словно разорвалось. Тень гигантского топора объединилась с силой происхождения Вселенной и мгновенно преодолела ограничения пространства. Его скорость достигла тысячекратной и даже 10-тысячной скорости света. Третий истинный бог попытался активировать свое сильнейшее сокровище доменного типа, но оно не смогло даже замедлить атаку. Сила 15-го топора была настолько огромной, что могла разрушить атаку Вечного Истинного Бога, одновременно использующего 3 высших истинных сокровища. Перед такой атакой обычные доменные сокровища были практически бесполезны. Два истинных бога оказались загнаны в угол. Они спрятались внутри пикового дворцового сокровища, надеясь переждать удар, но основатель гигантского топора мгновенно настиг их. Тогда они поняли, что оставаться внутри дворца бессмысленно. Если противник подавит сокровище, они окажутся полностью запечатаны. Поэтому 3-й и 6-й истинные боги разделились и бросились в разные стороны. 3-й истинный бог обладал 2 высшими истинными сокровищами и занимал 2-е место среди 7 истинных богов Божественного Ока. Он считал, что даже в прямом столкновении основатель гигантского топора не сможет легко убить его. Однако реальность оказалась совершенно иной. Тот человек, которого когда-то считали самым сильным экспертом пространства Вселенной, больше не был прежним. Его сила уже приблизилась к уровню легендарного первоначального предка, который когда-то господствовал над бесчисленными вселенскими пространствами. В конце концов, гордый 3-й истинный бог был вынужден склонить голову. Он предложил 3 пиковых сокровища, включая доменное сокровище, дворцовое сокровище и сокровище души, надеясь таким образом закончить конфликт между 2 расами. Это решение потрясло все пространство Вселенной. Даже золотой блистательный демонический бог и сидящий горный гость поняли, что с этого дня в пространстве Вселенной появился еще один высший эксперт. Влияние человеческой расы полностью изменилось. Однако за этой победой скрывалась сложная стратегическая игра. Почему основатель гигантского топора, обладая абсолютным преимуществом, не уничтожил 3-го истинного бога? Причина заключалась в фундаменте Божественного Ока. 3-й истинный бог обладал 2 высшими истинными сокровищами и многочисленными способами спасти жизнь. Подавить его было возможно, но убить крайне сложно. 6-й истинный бог был значительно слабее, однако за Божественным Оком стояла целая раса из первой эпохи реинкарнации. Если бы основатель гигантского топора решил уничтожить их всех, между человечеством и Божественным Оком началась бы полномасштабная война. Тогда человеческой расе пришлось бы противостоять 7 истинным богам одновременно. Даже если бы основатель гигантского топора и городской лидер хаоса смогли выжить, они не смогли бы защитить всех повелителей Вселенной.
Молодое поколение человечества больше не осмеливалось бы отправляться в пространство Вселенной для тренировок, а развитие расы постепенно остановилось бы. Поэтому получить 3 пиковых сокровища и завершить конфликт оказалось лучшим решением. Человечество вернуло себе достоинство, получило огромные ресурсы и одновременно избежало войны, способной уничтожить целую расу. После этого сидящий горный гость объяснил Ло Фену важнейшие законы, определяющие разницу между сильнейшими экспертами. Ло Фен наконец понял, почему сила истинного бога Вселенной настолько отличается внутри первичной Вселенной и в пространстве Вселенной. Первичная Вселенная является источником жизни и обладает высшей волей, подавляющей всех сильнейших экспертов. Внутри нее истинный бог Вселенной, сражаясь с повелителем Вселенной или, как правильнее, мастером Вселенной, не может просто одним словом управлять законами. Его божественная сила подавляется до уровня совершенного повелителя Вселенной, а разрушительная мощь имеет абсолютный предел. Если истинный бог убивает повелителя Вселенной, он также подвергается наказанию происхождения Вселенной и получает серьезные повреждения. В пространстве Вселенной эти ограничения значительно слабее. Поэтому большинство сильнейших экспертов предпочитает сражаться именно там. Именно тогда Ло Фен понял, что настоящая боевая мощь зависит не только от уровня развития. Ключевую роль играют тайные узоры, секретные техники, сокровища и понимание самой сущности культивации. Именно в этот момент сидящий горный гость открыл Ло Фену совершенно новый путь – школу тайных узоров. После нескольких месяцев обучения Ло Фен начал понимать, что секретные техники высших экспертов не возникают из ниоткуда. Их основой являются тайные узоры, содержащиеся в высших истинных сокровищах. Повелитель Вселенной не способен легко создать секретную технику уровня истинного бога самостоятельно, однако он может использовать тайные узоры высших сокровищ и создать атаку, сравнимую с техникой истинного бога. Это полностью изменило представление Ло Фена о культивации. В течение следующих 300 лет Ло Фен полностью изменил свой путь. После потери крыльев убийцы Ву он не впал в отчаяние и больше не полагался исключительно на высшие сокровища. Вместо этого он сосредоточился на собственном понимании тайных узоров. Он создал собственную мощную секретную технику «Раскол золота» и полностью освоил 3-й слой тайных узоров брони безумного демона, на основе которого создал технику убийства бога. Несмотря на то, что Ло Фен еще не стал повелителем Вселенной, его собственные секретные техники позволили ему достичь боевой мощи элитного повелителя Вселенной 4-го порядка. Чтобы скрывать свою личность и избегать преследования врагов, Ло Фен взял имя повелителя Раскола Золота и начал путешествовать по внутренней области пространства Вселенской лодки. 300 лет он сражался на бесчисленных опасных полях битвы, участвовал в войнах за сокровища и постепенно накапливал силу. Все изменилось во время битвы за сокровища в морской звезде волн. В жестоком сражении погибли многие старые повелители Вселенной. На этот раз Ло Фен больше не сдерживался. Он продемонстрировал подавляющую силу и забрал высшее доменное сокровище – мир снежного огня. Именно тогда его настоящая личность была раскрыта. Оказалось, что легендарный повелитель Раскола Золота был самим Ло Феном, серебряным крылатым повелителем, который когда-то в одиночку сражался против 3 старых повелителей Вселенной и тяжело ранил повелителя 5 хаосов. Все пространство Вселенной было потрясено. Все считали, что после потери крыльев Ло Фен должен был ослабнуть. Но он не только не остановился, а стал еще сильнее благодаря собственной культивации. Узнав о его возвращении, повелитель 5 хаосов и повелитель темной ночи из Божественного Ока немедленно направились в пространство Вселенской лодки. Они хотели уничтожить Ло Фена и отомстить за прошлое унижение. Однако Ло Фен уже давно был не тем человеком, которого они знали. Более 300 лет смертельных сражений полностью изменили его. Хотя его божественное тело все еще обладало лишь 100-кратным уровнем генетической жизни, его понимание тайных узоров, собственные высшие техники и 2 мощных сокровища позволили ему достичь боевой мощи – повелителя Вселенной 5-го порядка. Он уже мог сражаться на равных с городским лидером хаоса. После личной проверки силы Ло Фена, городской лидер хаоса и основатель гигантского топора были потрясены. Они даже обратились к заключенному первоначальному предку, чтобы оценить будущее человечества. По их мнению, потенциал Ло Фена уже превзошел повелителя Пенгуна и повелителя тьмы. Выше него среди людей находился только городской лидер хаоса. Ло Фен стал величайшей надеждой человечества на появление следующего истинного бога Вселенной. Однако сам Ло Фен не стал стремиться к славе и продолжать бесконечные сражения. Он принял еще более важное решение. Ло Фен отправился в пространство черных зернистых каменных столпов, расположенное в центральной области пространства Вселенской лодки.
Его целью было не просто увеличить боевую мощь, а закалить собственную волю. Ведь именно воля являлась настоящей основой для достижения высших уровней и преодоления цикла реинкарнации. После 620 лет путешествия через опаснейшие области вселенской лодки Лофен наконец достиг этого загадочного места. В пространстве черных зернистых каменных столпов находилось 16 древних столпов, каждый из которых возвышался более чем на 1000 световых лет. На их поверхности были выгравированы тайные узоры уровня реинкарнации, которые даже истинные боги Вселенной не могли полностью понять. Чем ближе культиватор приближался к столпам, тем быстрее шло время. Максимальное ускорение превышало 100 тысяч раз по сравнению с внешним миром. Это позволяло за короткое время провести десятки тысяч лет в уединенной культивации. Однако столпы одновременно постоянно испускали мощные волны, атакующие волю культиватора. Именно поэтому это место считалось величайшим священным местом для закалки духа. Вскоре после прибытия Лофен встретил повелителя Янь-Ин, одного из сильнейших экспертов Человеческого Альянса. Он объяснил Лофену структуру этого пространства, скрытые опасности и многочисленные запреты. Несмотря на внешнее спокойствие, здесь находились 3 ужасающих истинных бога Вселенной. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем до встречи!